Всем доброго времени суток. Сегодня мы открываем серию программ, посвященных изучению книги Его Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады «Бхагавад-гита, как она есть». И сегодня мы немного почитаем введение к Бхагавад-гите. Сразу хочется сказать, что введение именно к этой книге, к Бхагавад-гите, оно является чрезвычайно важной частью книги, поскольку Прабхупада вкратце изложил все содержание Бхагавад-гиты, самые основные моменты, ключевые пункты, и дал очень важные советы, как изучать Бхагавад-гиту, в каком умонастроении, для того, чтобы Бхагавад-гита стала понятна для каждого. И поэтому давайте мы приступим. То есть мои слова, может быть, они не имеют никакого большого смысла. Самое важное – это позволить самому Шриле Прабхупаде говорить. Может быть, где-то какие-то дополнительные мысли придется уже потом в конце вставить, но мы прочитаем сейчас несколько абзацев для начала. И моя цель состоит не в том, чтобы внедрять какое-то свое собственное понимание, свои какие-то собственные мысли. Давайте просто-напросто начнем с того, что просто почитаем, послушаем, о чем Шрила Прабхупада говорит, и потом вместе попытаемся разобраться, какие мысли Шрила Прабхупада передает нам, доносит какое послание до нас. Введение, оно начинается с небольшой секции молитв, обращений. Такова традиция всей ведической литературы, что автор перед тем, как составлять какое-то писание, какой-то текст на духовную трансцендентальную тему, он первоначально обращается к авторитетам, которые могут позволить глубоко понять и донести весь смысл. То есть необходимо иметь такое правильное умонастроение, смиренное умонастроение, чтобы передавать смысл священных текстов. Поэтому давайте приступим с молитв. Ома Генати Миран Хасья, Янанджана Шалакая, Чакшур Унмилитам Яна, Тасмай Шри Гурве Намаха, Шри Читанья Манобхиштам, Стхапитам Йена Бхутале, Своям Рупа Кадамаям, Дадати Сва Падантикам. Перевод. Я родился в темнейшем невежестве, и мой духовный мастер открыл мне глаза, осветив меня факелом знаний. Я предлагаю ему свои почтительные поклоны. Когда же укроет под сенью собственных лотосных стоп меня Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который основал в этом материальном мире миссию для воплощения в жизнь желания Господа Чайтаньи. Вандехам Шри Гуру Шри Ютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнавам Шча, Шри Рупам Саграджатам, Сахагана Рагунатха Витам, Там Садживам, Садвайтам Савадутам, Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Шча. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам своего духовного мастера, а также стопам всех вайшнавов. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам Шрилы Рупа Госвами и его старшего брата Санатаны Госвами, а также Рагунатхи Даса и Рагунатхи Бхаты, Гопала Бхата и Шрила Джива Госвами. Я предлагаю почтительные поклоны Господу Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитянанде, а также Адвайта Ачарьи Гададхары, Шривасы и другим сподвижникам. Я предлагаю свои почтительные поклоны Шримати Радхарани и Шри Кришне, а также их сподвижникам Шри Лалите и Вишаки. Хе Кришна Каруна Синху, Дина Банха Джигат Пате, Гапиша Гапика Канха, Радхаканта Намостуте. О мой дорогой Кришна, ты друг страждущих и источник творения. Ты хозяин Гопи и возлюбленный Радхарани. Я преподаю
Я предлагаю тебе свои почтительные поклоны. Тапаканчана Гауранга, Радхи Вриндаванешвари, Вришабхана Суты Деви, Пранамами Хари Прие. И выражая свои почтения Радхарани, царица Вриндавана, цвет тела которой подобен расплавленному золоту. Ты, дочь царя Вришабхану, и ты, необычайно дорога Господу Кришне. Ванча Кальпатрубьяща, Крипа Синхубья Эвача, Патитанам Павани Бьо, Вайшнави Бьо, Намо Намаха. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые, как древо желания, исполняют желания каждого и исполнены сострадания к падшим душам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шриваса Гаура Бхакта Вринда. Я предлагаю свои поклоны Шри Кришне Чайтанье Прабху Нитянанде, Шри Адвайте Гададхаре, Шривасе и всем остальным в этой линии преданности. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Бхагавад-гита, также известная как Гита Панишат, она выражает суть ведических знаний и является одной из самых важных Упанишат ведической литературы. Конечно, в Бхагавад-гите на английском написано немало комментариев. И спрашивается, нужен ли еще один, новый. Необходимость выпуска данного издания хотелось бы пояснить следующим образом. Недавно одна американская леди просила порекомендовать ей какой-нибудь английский перевод Бхагавад-гиты. Конечно, изданий Бхагавад-гиты на английском языке в Америке выпущено немало, но насколько виделось мне, ни одного из них не только в Америке, но также и в Индии нельзя назвать, строго говоря, авторитетным, поскольку почти в каждом из них комментатор выражал лишь свое собственное мнение, не затрагивая даже духа Бхагавад-гиты, каков он есть. О духе Бхагавад-гиты упоминает и сама Бхагавад-гита. Это выглядит так. Пожелав воспользоваться каким-либо конкретным лекарством, мы обязаны следовать указаниям, записанным на этикетке. Мы не можем пользоваться лекарствами по собственной прихоти или по указанию друга. Лекарства следует применять только по указанию врача или по указаниям, записанным на этикетке. Также и Бхагавад-гита. Принимать или воспринимать ее следует так, как указывал сам рассказчик. Рассказчиком Бхагавад-гиты является Господь Шри Кришна. О нем, как о высочайшей персональности Бога, Бхагаване в Бхагавад-гите упоминается практически на каждой странице. Конечно, словом «Бхагаван» иногда могут обозначать и любую могущественную личность, или любого могущественного полубога. Конечно, и здесь Господа Шри Кришну обозначает словом «Бхагаван» как великую персональность, но все же следует знать, что Господь Шри Кришна есть высочайшая персональность Бога, что подтверждается всеми великими ачарьями, духовными мастерами, подобными Шанкарачарьи, Рамануджачарьи, Мадхавачарьи, Нимбарти Свами, Шри Чайтанья Махапрабху и многими другими авторитетами в сфере ведических знаний Индии. В Бхагавад-гите Господь и сам определял себя в качестве высочайшей персональности Бога, и таковым его воспринимают в Брахма-самхите и всех Пуранах, и особенно в Шримад-Бхагаватам, известный как Бхагавата-Пурана, Кришна-сту Бхагаван Сваям. Поэтому пользоваться Бхагавад-гитой или воспринимать ее следует так, как на это указывает сама персональность Бога. В 4 главе Гиты Господь говорит: «Имам вивасьяте ягам, практаван ахам авьяям, вивасван манаве праха, манур икшвакаве бравит, эвам парампара праптам, идам раджар шайо видух, са калинеха махата, його наштах парантапа, са эваям маятидья, йогах практах, пуратанах, бхакто семи сакхачити, рахасьям хи этат уптамам». Здесь Господь сообщает Арджуне, что эта система йоги, Бхагавад-гита, была впервые поведана Богу Солнца, а Бог Солнца изложил ее Ману, Ману же изложил ее Ишкваку, и таким образом, через традицию передачи мастерства от одного рассказчика к другому, к нам не зашла данная система йоги. Но с течением времени она оказалась утерянной.
Вследствие этого Господь был вынужден рассказать ее снова, на этот раз Арджуне, на поле битвы Курукшетры. Ну вот мы прочитали пару абзацев, включая молитвы, это еще один абзац отдельный. Что бы мне хотелось сказать, вот сразу предупредить, вот, что, наверное, те, кто уже достаточно глубоко изучили данный вопрос, на слух, может быть, не воспринимают некоторые слова. Вот, к примеру, я здесь специально ставлю не духовный учитель, а именно духовный мастер. Я это обязательно должен объяснить. Вот. И также еще один очень важный термин, именно персональность Бога, высочайшая персональность Бога. Вот, то есть это фактически одни из самых главных ключевых терминов, которые нацеливают ум читателя и вообще человека, который изучает Бхагавад-гиту в каком-то определенном правильном таком направлении. То есть нацеливают на Бога, нацеливают на изучение каких-то понятных, вполне конкретных вещей. Вот, хотелось бы мне пару слов сказать вообще о переводах подобного рода литературы, потому что сейчас в последнее время появилось очень много разного рода специалистов. Вот, не буду их никак обозначать, критиковать, потому что люди эти показывают свою полную некомпетентность в этих делах. Вот они забывают, что Бхагавад-гита это прежде всего не какое-то литературное произведение, хотя она таковым также является. Но роль литературного произведения, она второстепенна, что первостепенная роль – это все-таки роль писания. Вот, и об этом не стоит забывать. Потому что писание, оно передает инструкцию, тем более такого рода инструкция, которая пришла непосредственно от Бога, это особая уникальная инструкция. То есть ни одно писание мира, которое мы знаем, оно в такой степени не передает вот эту вот подробную информацию, подробного такого характера. И особенно есть особая такая специальная конфиденциальная информация, вот, которая позволяет человеку глубоко проникнуть в суть вот этих знаний, развить в себе глубочайшую веру и, в общем-то, достаточно устойчиво установить, определить установить связь с Богом, вот, на всевозможных различных уровнях, вот, вплоть до персональных ассоциативных связей, взаимоотношений с Богом на уровне ассоциаций. Вот, то есть это очень серьезные вопросы, и, естественно, терминология, она носит, можно сказать, первостепенную важность, значимость. Вот, поэтому очень важно понимать термины. Вот, люди, к сожалению, которые, может быть, переводили книги, недостаточно глубоко это понимали, и, естественно, когда все последующие люди читали, принимали вот этот вот не вполне авторитетный перевод терминов, то далее уже пошло вот это вот все неверное понимание. Это все равно, что тебе вот сдвинули указатель, вроде бы как вот развилка, там две дороги, вроде бы как там направо или налево, и тебе просто чуть-чуть на какой-то маленький угол в сторону повернули, и ты поехал уже совсем в другом направлении, не туда, куда надо. Вот, поэтому вот такие моменты, вот связанные именно с термином все начинается. Это как вот в математике существует теорема и существуют аксиомы. То есть аксиомы – это первичные понятия, которые не вызывают никаких сомнений. То есть вот их глубинное понимание и принятие их хотя бы на веру теоретически, оно позволяет уже включить логику человеку, и при помощи теорем или правил определенных вот, можно дальше уже вот, развивать определенную логическую мысль, логически развивать мысль, как правильно, если выразиться.
Вот, ну, к примеру, начнем. Для примера я просто скажу, почему именно мастер, а не учитель. Вот. Крайне важно это понимать. Тогда начнет мозаика складываться постепенно. Вот, давайте начнем с небольших, но очень важных вещей. Но в первую очередь мастер. Вот. Что такое означает учитель? Учитель – это прежде всего профессия. Это обозначает это слово учитель, что человек, который учит чему-то другого. Вот это профессия, качество. То есть, что человек способностью обладает учить других. Поэтому он является учителем. То есть он имеет нечто, вот, неважно, знание это или не знание, информация, скажем, что это информация какая-то. И вот этой информацией он обучает других. Он, может быть, даже и сам ничего в этом не понимает, может быть, просто пересказывать, говорить о чем-то и так далее. Вот. Но от такого обучения, я вам сразу скажу, что толку будет мало. И когда человек не понимает, в чем разница между мастером и учителем, то тогда вот у него и дальше вот это все понимание будет буксовать. Вот. В отличие от учителя, мастер – это квалификация, самая высокая квалификация. Вот. Когда человек занимается каким-то делом, вот, и имеет самую высочайшую квалификацию в исполнении этого дела, то его тогда называют мастером. Вот. То есть, я думаю, что достаточно понятно. Я постарался объяснить. Но еще можно добавить, что роль учителя – преподавать науку, вот, а роль мастера состоит в том, чтобы обучать искусству. То есть, я думаю, что объяснять умным людям не надо, в чем разница между искусством и наукой. Что наука – это какой-то набор знаний, информации, который тебя научает чему-то. Вот. А искусство – это уже практическое исполнение. То есть роль гуру состоит в том, чтобы передать тебе дух, передать тебе само мастерство. Вот. И еще очень важные такие моменты в связи с этим связаны, что касается учителя, то учитель, ну, он ничего больше делать не может, кроме как учить. Вот. Не обязательно, что учитель является мастером. Это на самом деле, если ты встречаешь учителя, который не является мастером, то это, можно сказать, что это печально. Чему-то тебя он научит человек, но человек, который не практикует, это так же, как, например, вы хотите, например, научиться ездить на машине, на автомобиле, или летать на самолете, еще хуже, можно сказать, или еще лучше. И вот представьте себе, что вас будет учить на самолете человек, который сам никогда за штурвал не садился. Ну, что это будет за обучение? Он может вам, конечно, теоретически рассказать, он, может быть, это выучился где-то, вот, и расскажет вам законы аэродинамики, вот, как работает самолет, как работают энергетические установки, двигатели, за счет чего он передвигается по воздуху, за счет чего он не падает. Вот, много чего может рассказать интересного. Ну, как управлять самолетом, такой человек вам ничего толком не скажет. Так же, как и, например, вот, поставить, если человека какого-то, например, в медицинский институт, он будет вам рассказывать про хирургию, который никогда даже скальпеля в руки не брал. Как это будет выглядеть? Вот. Я, к примеру, закончил, давно уже закончил военно-морское училище. Вот, по специальности инженер-электронщик. Вот, и поэтому я могу рассказать, например, как работают вот эти все радиолокационные станции, гидроакустические станции, система управления оружием, как работает, ну, на каких принципах, на каких вот этих фундаментальных законах физики, химии и прочее, электроники, как все это работает. Вот, могу рассказать. Естественно, и мне приходилось и практически это все применять. Поэтому вот ценность вот моих вот этих знаний и преподавания будет иметь какую-то ценность. Может быть, она имела ценность, может, уже и не будет сейчас иметь никакой ценности, потому что прошло уже много времени. Я уже не практикую это, как и у меня мастерство, естественно, все пропало. Поэтому для того, чтобы быть не просто учителем, а действительно мастером духовным, человек должен постоянно практиковать. То есть он должен быть постоянным таким практиком. И поэтому дальше вот от этого пляшет
Следующий термин, который у нас переводит как ученическая преемственность, на самом деле это не ученическая преемственность. Это правильно называется, вот есть термин, традиция передачи мастерства. То есть один мастер, будучи учеником, научился своего мастера, потом стал мастером сам, вот, и передает знания другому. То есть мастер, он является мастером, то есть он является человеком, который вот, мастерски выполняет свои обязанности. То есть он владеет искусством. Вот. Наука, это понятно, что он обучился науке, кто-то его научил, его мастер научил. Но кроме науки он ему еще дал искусство, как эту науку применять в жизни, на практике. Поэтому мастер – это квалификация, а учитель – это профессия. И вот это надо очень четко себе отметить в уме в своем, запомнить навсегда, чтобы не было потом неправильного, неверного понимания. Вот, двигаемся дальше. Ну, мне кажется, что очень важный термин следующий. Это термин персональность. Фактически это ключевой термин всей Бхагавад-гиты и всего ведического знания. То есть у нас, в принципе, в русском языке это слово, оно как-то не прижилось. Ну, есть определенные подозрения, почему это произошло именно так. Потому что слово это, оно определяет качество личности. То есть это не личность. Персональность это не личность, это качество личности. Вот. На нашем русском языке, может быть, есть термин, который называется личностная дееспособность или персональная дееспособность человека. То есть это способность личности быть персональной. И в чем это проявляется? Вот эта персональность личности. Она проявляется в том, что такой человек несет персональную ответственность за все, что происходит. Он принимает персональное участие. Он как мастер решает любые задачи персонально с каждым. И понимаете, что то есть ты не просто должен вот так тяп-ляп, как имперсоналист. Ну вот я занимаю какую-то должность, у меня какие-то важные обязанности есть. Нет. Понимаете? Вот существует, например, в твоем коллективе там 10 человек, 20 человек, или даже, например, семья. Вот как раз таки, кстати говоря, семейные взаимоотношения являются примером, или, точнее сказать, хорошей возможностью развивать это качество личности, как персональность. Потому что вот именно семейные отношения, супружеские отношения не требуют высшей степени вот развитости вот этой характеристики, этого качества личности, как персональность. Потому что если ты будешь относиться так вот имперсонально, ну, к своим родственникам, к жене, к детям, вот, то далеко не уедешь никуда. Будут проблемы бесконечные тогда. Вот. Поэтому вот это качество, оно является фактически ключевым качеством личности, персональности. Поэтому Шрила Прабхупада, он специально создал вот такой термин – высочайшая персональность Бога. Не какая-то там верховная личность. Понимаете, вот такой термин, вот такие вот слова, они приводят сразу же в замешательство человека. Верховная личность. Это говорится, как будто у Бога существует множество личностей, и есть какая-то одна верховная, которая верховодит, руководит вот всеми. Нет. Бог, он один. Он сам является личностью. И у него есть качество, вот это его персональная дееспособность высочайшего абсолютного уровня. Она и называется высочайшей персональностью Бога. То есть сейчас я попытаюсь еще более подробно объяснить, что это такое, потому что, конечно, когда слышишь такие слова, сразу же, может быть, ум в ступор впадает, вот. Но на самом деле это качество персональности, оно является действительно ключевым качеством, определяющим качеством личности всей. Потому что именно это качество является основой сознания. И именно это качество является основой взаимоотношений, и особенно близких взаимоотношений. Вот, потому что всегда нам хочется иметь дело
вот с такими людьми, которые вот этим качеством персональности обладают, владеют, которые несут ответственность за свои дела, за свои поступки, которым можно доверять, которые делают все, но совершенным образом, никогда стараются не совершать каких-то оплошностей. То есть люди, которым действительно можно доверять, верить. И фактически вот это вот понимание того, что Бог обладает абсолютной высочайшим уровнем персональности, позволяет вот человеку любому развить в высочайшей степени вот эту вот веру. Вот, и эта вера позволит человеку устойчиво поддерживать взаимоотношения с Богом.